Я просто думаю о том, что зрителю надо услышать. Да, нет, Так никто не говорит с командой. Никто не говорит там, ой, нам надо это. Блядь, это реальная жизнь. Вот это нас сюда врежете, и люди, мне кажется, будут понимать. Когда я посмотрел на график турниров, я понял, что это полугодие делится на 3 цикла. То есть мы сейчас сыграли первый цикл, сейчас маленький микроперерывчик и еще 3 турнира, потом будет перерыв и еще 3 турнира. В какой-то степени сезон закончится в июне. Я вот так разметил их и понимаю, что там в апреле будет такой промежуток, где можно будет поработать. И в целом, конечно, наша цель — это хорошее выступление на мажоре. По всем фронтам максимально подготовлены. В той мере, в которой мы можем играть. Что такое, Жек? Как тебе кроссы, Жек? Кроссы охуенно? Какой-то вот у меня формат мышления, мне кажется, он поменялся, чем там 2 года назад, 3. Я понимаю, что какой-то уровень ошибок, он неизбежен. То есть мы ошибки совершаем, но в то же время много моментов удается переворачивать. Есть какой-то род ошибок, которые фиксятся только в таких играх. Только пережив это, осознав то, какие тонкости бывают в игре, они смогут развиваться. Вот всему на моменте разом научить невозможно. И где-то мне нужно относиться с пониманием, принимать, что есть какой-то уровень. Чтобы его преодолеть, нужно время. По поводу каких-то целей и каких-то ожиданий, да, как я всегда и говорил в разных интервью, это не строить супер ожидания. Глобальная цель по году — это быть стабильной топ-10 командой. Так нас рассадили по центру. И вот так вот мы одновременно засинхрим, откинемся и никому мешать не будем. И да, где-то в январе нам удалось быть ближе к первой пятерке. Я это больше рассматриваю как какой-то про запас. На то, что могут быть турниры по типу Катовицы. С какими-то поражениями трудно мириться и так далее. Но все-таки выходить больше на арены, больше играть этих плотных матчей, я думаю, что это главный посыл. А мой. Недавно его купил? Ну да. Так я же открыл пост. Ой, ждем тебя, ты все равно не куришь, правильно? Пойдем. Курить. Всем привет. Рим. Лететь в Копенгаген. А там турик катаем, короче, крутой. Катушечку, пацаны. Ладно. Еще одна мысль, которую я заметил. Понятно, по рабочим процессам всегда есть карты, над которыми надо работать, аспекты игры. Всегда можно улучшить. Это бесконечный процесс. Нет предела совершенству в игре Counter-Strike, то, как 5 человек могут взаимодействовать. Постоянно играя, постоянно развиваясь, можно уровень взаимодействия всегда улучшать. Но и появился новый фактор, который я для себя отметил. Это как индивидуальная отдача игроков, их желание быть лучшими и сильнейшими. А передо мной... Нет. Чемодан.
Я стоял в очереди, Так. чел вот так. Все, чао. И я в новую очередь встал. Для паспорта? Да. Мам, я много работал, надо пойти понимать. Устал, наверное, ему еще чел накидывал вот этих. Да он прям закрыл эту тему. Не за мной, там, с другими людьми. Я вот прям белый прошел, я за ним стою. Все, пишет. То есть в играх на элитном уровне, на элитных турнирах многое, не буду говорить все, но многое зависит уже от самих игроков. Какие у них амбиции, какое у них желание стать там, лучшим из лучших, чтобы там победы над элитными командами были постоянными, то есть мы могли 2-3 раза подряд выиграть. Я всячески показываю в разных форматах то, как игроки должны это все воспринимать и видеть. Показывал примеры прошлого поколения. Я говорил про игроков с СНГ, про то, как у них прошли карьеры, разные причины, по которым у них происходил спад. Разные. Музыкальный вкус, интерес, понял. Вы имели какие интересы? Эмили. Живопись, итальянское искусство. Сикстинскую капеллу сегодня поедем смотреть. Сикстинскую капеллу. И на таком примере. Иногда даже мысли, может, их приглашать, чтобы они поговорили с пацанами, сказали свои какие-то мысли, потому что где-то могли по-другому сделать. Потому что у них сейчас такой возраст, мне кажется, они не все до конца осознают. А где она показана? Вот, все, снимаю. Фокус только крути вот здесь. Нашел? Да. Руку, бля, кулак сделай. Кулак, говорю, сделай. А где кулак? Нет кулака. Чуть пониже голову. Чуть пониже голову. Там направо. Together? Want to together? Look at me. Я ему 50 накину. Если все нормально рисует. Че, будем тебя рисовать, Жик? Да. Давайте как получится. Да не, поедем. Да давай. Я лучше похожу. Что Пусть он- зрители рассудят. Насколько похож. Да нет, мне просто интересно, как он тебя нарисует. Выглядит прям... Что-то прям дедушка какой-то. Так ради прикола. Там прям ужасно, да? Не знаю, я не смотрел. А, Ну не, ну это кстати, стену норм, кстати. Поддерживаю. Прикинь. Вы что троллите, блядь? Это вообще пиздец. Кому он нарисовал, блядь? Ебать. Я в ахуе. Блядь. Ой. Мне кажется, Да, блядь. Here for you, блядь. Охуеть. это же карикатуры, типа. Russian rich guy, always. За свою. Thank you, mister. Good luck. Good luck in Italy. Thank you. Thank you. Where you come from? Russia. Where you come from? Russia. Thank you very much. Have a good day. Bye. Good Ciao. luck. Вообще троллите. Мне одного взгляда хватило. Давай сейчас. Разыскивается.
Мы находимся в Риме на пересадке. Сегодня мы прилетели в 10, сейчас 12. Мы поужинали и решили пройтись, растрясти, так сказать. Завтра утром уже у нас вылет. Почему мы так сделали? Потому что в связи с логистическими особенностями наших паспортов мы так передвигаемся. Надо по специальным маршрутам это все делать. И мы, пацаны, в Риме уже второй раз на пересадке. До этого мы там были в Неаполе на пересадке. Вот. Поэтому как-то так. Оказывается, пьяцца — это площадь, я так понимаю. Да. А эта тема Навона называется. Вот. Но это все равно у меня вылетит из памяти, как это вылетело до этого. Поэтому. Обратно? Или Эмилю фотку надо сделать для мамы? Ну, фотку для мамы, еще одну. Давай. Да нету прям, да нет. Ой, Эмиль говорит, ты не сможешь выбрать, нужен ракурс красивый из-за того, что стройка есть. Да. С портретом новым. С портретом хуем. Потому что, во-первых, это красиво должно быть для тебя. И ты должен просто наслаждаться видом. По-любому. Посмотри, как сделано все. Да, хуйня все. Где ты такое еще увидишь? У нас такого дома нет. По сути, Белграде, да. Ну да. Верно подмечено. Все, идем дальше. Нигер. Бритву, вся залупа вот это, да? Потому что у них сейчас такой возраст, мне кажется, они не все до конца осознают. Ну, булк-бар, например. Вот, булк-бар, я там только лапша, либо я брал еще индейку, типа... Вот, ешь пелетина, это что? Это индейка, 300 грамм. Ну вот, и лапша. Да. Ну вот уже, смотри. 700, 1100 и 2 индейки на 400. Полторушка. Пару яблок, 1700. На. Да не, ну так невозможно. Ладно, давай так. Я не диетолог. Но если человек ест 30 дней на 1500-1800, 10 килограмм будучи хожу. там 100 плюс кг челом, без активности, и он резко начал ходить там минимум 10 тысяч шагов, Да. за 30 дней, если он не скинул вес, это невозможно. Ну, я тоже так считаю. Будучи еще, Эмиль, здоровый человек, который до этого был качком. Я тоже так Когда мышцы еще помнят, атрометрия, все, качка у тебя. Место... А ты овощи ешь? Редко, но да. Вообще нет, считай нет. Окей, ну вот видишь, ты овощи не ешь. Нет. Иногда там есть оливки, бургеры, где есть всегда огурец. И мне хочется, чтобы мы постоянно всегда были в финалах, были в плей-офф. Но где-то я вот просто отпускаю, не хочу, не строю ожиданий, я просто буду смотреть то, на что ребята способны, насколько они готовы идти до конца, смотреть за их дисциплиной. Я все законтролить не могу. Каждый момент их жизни и то, о чем они думают, как они воспринимают. Да, я могу посоветовать, говорить с ними, собирать, но многое уже зависит от их личных качеств характера. Всегда по игре мета всегда идет вперед. Всегда мы можем придумывать новые раунды, хорошие взаимодействия. Всегда будем стараться там Жекой игроков наставлять, развивать. Но постоянно, как показывает мой опыт, это делать невозможно. Я говорю, типа, на 9:21, по идее, чтобы, типа, ну, да, встать, по инсту пойти. Он говорит, нет, на 9. Я его спрашиваю, нахуя? Он говорит, в ТикТоке посидеть. Потом спустя час, проходит час, он говорит, я его переспрашиваю, нахуя в 9 просыпаться? Он говорит, блядь, очевидно, на завтрак пойти. Мы просыпаемся в 9.
Проходит 1 минута, он говорит, бля, ебать, спаду. И спит дальше. А я сижу в Clash Royale играю. Ты что, кого-нибудь без меня сходил бы? У тебя на глазу, блядь, Я не хотел на завтрак идти. Ну, из-за того, что... правый глаз. Что? Это левый. Это правый, братишка. Прикинь, вот ты так вот встаешь, и это правый. Для меня это как 3-е поколение игроков. Взять там Авангар, Virtus.pro, и сейчас вот Parivision, да. В Авангаре мы сидели на буткемпе. И все, потом уже начинается тир-1 жизнь перелетов и постоянных таких нагрузок других. Развитие должно быть постоянным. То есть желание игрока постоянно развиваться, оно должно быть внутри. Не от того, что я прихожу и постоянно что-то говорю. Да, я всегда буду говорить, но если у игрока нет этого желания, то могут быть проблемы с этим. Значит, не особо хотел спать. Смотри, лимончелло выпил, заснул и все. Сколько он приехал? И он буянил. Мы вместе пришли. Что, он в 9:30 проснулся? 9:20. Красава. Здоровье превыше всего. Чтобы здоровье было хорошее, надо подкрепить организм в начале дня. Перевод. Это рыбий вкус воды. Это нормально вообще? Или я шажу? Вы видели фотку Эмили, как нарисовали? Я еще покажу вам. Блядь. А кто это? Я надеюсь, что пацаны будут постоянно развиваться, потому что мы всегда видели разных игроков, которые в какой-то момент выстреливали, но потом просто на дистанции терялись. Часто вот это вот какое-то вот развитие мысли, оно у игроков останавливается. Я где-то всегда им говорю то, что да, вот вам там 19-20 лет, вы об этом мечтали, только пришли, но ты вот расслабился, и завтра уже тебя кикнули. Мы об этом, да, не любим, да, говорить, мы говорим всегда о хорошем, да, всегда там победы и так далее, но всегда нужно готовиться и не давать шанс, чтобы даже мысль была у там, руководства, у других людей о том, что ты не доигрываешь. То есть в первую очередь для себя. И это не проявляется в статистике. Как вы знаете, наша команда, она не с самой лучшей статистикой, там мы дошли до финала, но каждый в какой-то момент выстрелил на определенной стороне, либо на карте и где-то проявил себя. Но постоянного у нас какого-то индивидуально стабильного игрока нету на данный момент. Наверное, может, это Жека. Поэтому рано расслабляться им. Я надеюсь, что они проявят себя в лучшей стороне, потому что уже ты на таком уровне, то когда вот такая большая игра становится, ты в хорошей команде в СНГ, пока ты вот что-то не делаешь, вот я с Белычем на улице выхожу, он там курит, я с ним разговариваю, говорю, какой-то игрок может сидеть, он сейчас на ДМе тренится, он хочет на твое место, и ты не должен давать шанс кому-то забрать твой путь. И я ближайшие, наверное, турниры до июня, в целом я какой-то такой наблюдательно спокойной позиции. Всех наших пацанов молодых в разных состояниях видел. Некоторые моменты там в камеру не попадают. От самых печальных до супер каких-то. То есть люди могут быть в разном состоянии. Но я где-то понимаю, что они молодые, их эмоции, гормоны скачут, и еще нету зрелой осознанности того, как работает мир и что происходит. Поэтому просто наблюдаем и смотрим по результатам июня, наверное. Мне кажется, это самый такой справедливый, адекватный срок.
Делать курить. Делать курить. Я практику уже дали уже. Уже дали? Бать, по идее, да. Что же ты спросил? Что делать будешь? Делать сейчас, что я делать буду, Влад? Заселяться в номер, пойду в душ, Что еще? потом в практис, подключу девайс. Потом, наверное, у нас будет общий сбор, обсудим планы наши. И дальше по плану двигаемся. Ну и по идее. Да, что? Ты свежий. Трусите, трусите. Ну, если сегодня поспать пора. По времени. Всем привет, с вами Том Гуччи. И сегодня у нас капт GTA с семьей Blade. Может, кто-то смотрит GTA? Ромарита, привет. У меня был ранний утренний рейс, не можно прямым. Все четко, чуть надо режим пофиксить. В принципе, все. Да, и состояние хорошее. Круто, что второй день у нас будет время побольше поиграть. Ну, мы по тебе скучали в Италии. Да? Ну, да. Вспоминали не меня, что ли? Давно так непривычно. Все равно турнир, приятно видеть людей и приятная вайб. Сейчас идет такая борьба за стейджи и так далее. Плюс параллельно команды без мажор борются в слоты. Поэтому, мне кажется, апрель будет интересное время. Рэпчик зачитать? Да что же вы вырежете? Те дни я не... Легко ли быть молодым? Он пытается прыгать на лонджампе. Напишите, пожалуйста, какой у вас рекорд? Какой у тебя рекорд? Не обманывай, не обманывай, просто скажи. 268.6. Да. Это Поэтому же пиздец. попрыгайте и сравните свои Я результаты. второй час уже прыгаю. Ну вот. Все маленькие, маленькая слово. Ебать. Нихуя не помогу. Мой любимый LML. Следующая моделька сталкера. Это пиздец. Ничего не сделать. Что я с вас? Легче переродиться, заново вырасти и по-другому у тебя борется с человеческим лимитом. Мне кажется, в жизни дальше прыгнет.